Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. Свой сегодняшний хобби-влог я хочу начать с радости. Мне пришла посылка от Оксаны, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке, так что проходите, знакомьтесь, если не знакомы. Оксана для меня сделала заказ на Озон. Вот сейчас ходила, получала в таком большом пакете. Это было вообще, конечно, очень приятно. Единственная была неразбериха с пунктом выдачи, но зато узнала, где у меня еще один в районе есть. Хотя их много, конечно, я так думаю. В общем, было две такие упаковки. Очень интересно узнать, что же там внутри. Ну, вот в этой верхней я немного догадываюсь, что там. А во второй вообще не знаю. В общем, сейчас уже приготовила ножик. Откроем, посмотрим. Так, главное аккуратно открыть, ничего не повредить. Так, сейчас. Просто с обратной стороны личные данные, и поэтому я так стараюсь поаккуратней. Я уже вижу, что там лежит. Сейчас открою, достану, покажу вам. Вот, это карандаши. Сейчас, минутку еще. Коробка была для большей сохранности в картоне. Так, сама коробка металлическая, она заслюдирована, тоже, чтобы ничего не поцарапалось, не попортилось и не открылось. На канале у Оксаны есть обзор на эти карандаши. Это Брауберг 24 цвета. Так что проходите, смотрите, тем более, что у Оксаны, по-моему, большая палитра. Вот, но для меня 24 цвета это оптимальный вариант, ни много, ни мало, просто вот идеально. В общем, сейчас все это дело открою. Меня в обзоре сразу вот коробка привлекла, уж очень она такая необычная, яркая, позитивная. Ну и надеюсь, что все пришло в целости и сохранности. Тоже открываю за кадром, чтобы не трясти штатив, ну и чтобы максимально аккуратно открыть и не поцарапать. Уже прям интересно открыть, потестировать новенькое. Всегда приятно, знаете, что-то такое для настроения. Ну вот, да, стараюсь максимально аккуратно, поэтому так долго. Но уже скоро, сейчас ждите. Сейчас все достану и буду вам показывать. Ну вот, такая коробочка милейшая. Сейчас откроем. Ну да, тоже за кадром. Красота. Посмотрите, какая красота, какой шикарный дизайн. Вообще. Они немножко мне напоминают белые ночи, вот этой частью и полосочкой. Вот. Ну, сами белые ночи, они, конечно, под дерево, вот эта часть. А здесь черная такая красивая. А на фоне вот грифеля, кстати, вот так поднимается легко, удобно вытаскивается на фоне ярких, ну, на фоне яркого грифеля, это вообще классно. Сейчас возьму блокнот. Вот он там. И мы с вами будем тестировать. Ну, выкраску я потом, наверное, отдельно где-то сделаю в другом блокноте. Или, может быть, вот сюда вложу. А сейчас просто потестируем. Начну вот с этого карандаша. Да, вот этой штучкой он тоже напоминает белые ночи. Мой любимый оттенок. Но я так предполагаю, что... Ой, заточка классная. Оксана тоже говорила, что такая необычная. Ну, в общем, мне очень нравится этот цвет. Смотрите, он прям красивый.
он будет самый-самый ходовой. Я такие люблю и в наборе Ашан, и вот как раз у белых ночей я такой цвет покупала. Ну и давайте потестируем вот следующий. Возьмем. Карандаши мягкие. Как Оксана и сказала, они мягкие. Очень мягкие, классные. И желтый. Так, что я вообще взяла? Взяла тот же самый. Вот он-то желтый. Давайте его как бы тоже ничего не позадевать. Вот только посмотрите, какой он яркий. Вообще уже можно сказать, что да, карандаши вполне себе стоит взять. Они явно неплохие. Ну, вот Оксана говорила, что они вроде бы как более-менее наслаиваются и смешиваются, но я уверена, что так и будет. Попробуем вот этот. Кстати, смотрите, он вообще яркий. Ну, тогда пробуем дальше. Вообще, вот у меня от белых ночей есть такие оттенки. Акварельные, конечно, вообще бледные, жесткие. Следующий возьмем. Вообще классно. И ярко, и красивый цвет. Теперь оранжевый. Попробуем. Оранжевый супер мягкий. И очень даже симпатичный цвет. Дальше красные. Тут два. Тоже хороший. Так, следующий. Мне нравится. Ой, вот этот вот такой красивый, по крайней мере, рубашка у него красивая. Ну, слушайте, сам он хороший и вообще соответствует. Вот как заявлено, такие цвета и есть. Пока что я несоответствий не вижу. Ну, по крайней мере, вот таких вот, знаете, явных, что прям совсем уже бросалось в глаза. Вот, в принципе, цвет в цвет. Да. Красиво. Удобно держать в руке. Он такой на ощупь приятный. Голубой. Красивый. Это тоже прям класс. Вообще один из моих любимых цветов. У белых ночей, например, есть масса удачных оттенков, даже в плане красного. А вот зеленые я не смогла подобрать. Мне показалось, что они очень неудачные. Вот эти же очень такие красивые. Этот он вообще не заменил. В комплект к моему мастер-класс «Белые ночи». Так что вот, отлично. Ничего себе, невероятно ярко.
вообще. Просто бывают такие тоже, у меня есть наборов, где абсолютно бесполезный белый цвет. Но есть, конечно, Color Soft очень классный, Дервент. Но вот этот весьма приличный. Весьма. Он реально будет использоваться. Так что, Оксана, еще раз огромное спасибо. Вот этот карандаш очень классный. В общем, мы потестируем сегодня что-нибудь, раскрасим. Я еще пока не знаю, что именно. Но обязательно раскрасим какую-нибудь иллюстрацию. По крайней мере, начнем. Ну, думаю, что в этом видео. Карандаши классные. И очень такие с блеском. Такс. Пока коробочку в сторону. И давайте приступим к открытию этой коробки. Здесь я вообще не представляю, что лежит. Потому что, ну, я догадывалась, что было в этом пакете. Но что именно во втором, я не знаю. Сейчас посмотрим, все очень интересно. Тут тоже, в принципе, данные, поэтому я за кадром открываю, но как бы там, как я посмотрела, только мое имя, фамилия, но это особо не секрет. Вот. Потому что всякие бывают ссылки размещаешь, так что это не секрет. В общем, сейчас открою, все покажу. И, конечно, самой очень интересно. Спасибо, Оксан, за эмоции. Ух ты! А здесь раскраска. Очаровательные ведьмы. Надо же, какой дизайн красивый. Обалдеть. Прям в моих любимых цветах. И это рыжая ведьмочка такая. Классно. Вообще сказочная, по-моему, раскраска. Прям для создания не только хэллоуинского настроения, но и новогоднего, я думаю. Издательство Бомбора. Ой, класс, класс. Обзор будет на канале обязательно. Полистаем. Ну и сейчас так по-быстрому. Здесь односторонние иллюстрации, что очень здорово. Полный будет простор для творчества, маркеры. Ну, акварель, я скорее буду акварелить здесь. Акварель буду использовать в кюветках, тем более, что у меня появились всякие там индиго и прочие цвета. То, что здесь зайдет. Класс. Очень красивые иллюстрации, сюжетные. Есть и просто такие. Ну, конечно, односторонние иллюстрации радуют. Это всегда очень хорошо. Вот, наверное, мы ее с вами сегодня и начнем. Я же всегда начинаю новое, чтобы раскраски не стояли потом долгое время на полке. Так что мы ее сегодня начнем, чтобы следовать уже традициям. Бумага белая, гладкая. Вот. Достаточно гладкая. По плотности она не плотная, но и не тонкая. Ну, обычная такая, наверное, офисная бумага. Вот. Ну и карандашики новые, так что мы здесь опробуем. И мою новую акварельку здесь опробуем. В общем, Оксан, еще раз огромное тебе спасибо. Вот. Ну и напоминаю, что, конечно, ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Сейчас я определюсь с иллюстрацией, какую именно хочу раскрашивать. Ну и вернусь к вам. Вот эту, может быть, раскрашу. В общем, сейчас подумаю немножко. Да, прям позитивчик такой словила. Здорово. Ну, от меня тоже будет подарочек. Начну с метлы. Буду использовать номер 14 и номер вот этот вот 22.
Ну и здесь хорошо так карандаши раскрашивают. То есть для этой бумаги подходит. Ну и вон здесь в тетрадке в обычной тоже все было хорошо. И в руке их держать удобно. И вообще обычно мне заводская заточка не нравится. Но здесь вроде как тоже все хорошо. А фон я как раз-таки, как и собиралась, сделаю акварелью. Ну, буду пользоваться возможностью в кюветках использовать акварельку. Вот. Ну, вроде как все смотрится, смешивается нормально. Вообще класс. У меня, помню, когда-то были карандаши в черном таком дизайне из Fix Price, и они были очень неудачные. И с тех пор я почему-то сама избегаю покупки карандашей в таком корпусе, хотя понятно, что это был, ну просто дешевые карандаши совсем. Это я еще давно даже покупала, по-моему, до увлечения раскрасками. Просто так покупала, чтобы были вроде красиво. Они там еще были, знаете, с такими стразиками. Но почему-то вот мне это запомнилось. А эти прям класс. В общем, если кто присматривается к ним, вполне можно брать. Так, я потянулась за мэджиком. Ну, я хочу вот эту часть мэджиком сделать, естественно. Куда без него? Такая раскраска. Куда без волшебных карандашей-то? Так. Ну вот. А мне нравится, значит, волосы. Вот эта накидка нравится. Насчет кофты красной не уверена. А накидку вполне можно сделать какой-нибудь такой. Вот как раз, допустим, использовать 3 вот этих цвета. Ну, чтобы было интереснее, хочется все потестировать. Ой, я, конечно, вряд ли задействую прям все карандаши. Но мы сейчас с вами по чуть-чуть попробуем хотя бы большую часть из них. Так, дальше вот этот. Да, вот заточка такая интересная и вполне удобная. А то обычно мне не нравится заводская заточка. Вот я брутфунеры когда заказывала, но мало того, что сами карандаши мне безумно понравились, а заточка не понравилась, не говоря уж о том, что их в принципе точить проблемно. Но вот эти при всей своей мягкости вообще, я думаю, что, наверное, экономичные будут. Могу ошибаться, но мне кажется, что должны быть экономичные. Ну, по крайней мере, вот раскрасила еще вполне можно. Так, у меня тут собака возится, если что.
За звуки прошу прощения. Не, ну, это в основном для тех, кто впервые на канале. Просто он тут под столом лежит всегда. Это его местечко любимое. Поэтому возню не слабо слышно. Так, ну это первый слой. Я еще как бы спешу немножко. Этот вообще карандаш очень мягкий. Так прикольно сразу начинать и новую канцелярию, и эти самые и раскраску. Да, они хорошо смешиваются. Вот сейчас это уже понятно, уже видно. Очень. Классно. Ну и снова темный. Сейчас посмотрим. Да, тоже очень хорошо. Прям второй слой пошел отлично. Идеально. Мне кажется, что здесь будет еще белый карандаш. Хорошо можно будет попользоваться. Возможно, будут неплохие какие-то эффекты. Ну, я сейчас дальше продолжу. Я просто взяла вот этот фрагмент. Ой, как мне нравится. Класс. Давайте-ка сделаем еще один слой. Не, ну, вообще. Пока все нормально. И это при всем при том, что на карандаши можно на эти не нажимать. Но я почему-то, я не знаю почему, я на них нажимаю. Почему-то хочется на них нажать, а это вообще делать не обязательно. И мне от слоя к слою, это уже, значит, получается третий, мне понравилось. Причем немножко как бы такое выбеливание идет, но вот к этим оттенкам это идеально. И прям каждый слой, мне кажется, он ровнее и ровнее идет. Вообще такие, знаете, интересные карандаши. Вот сколько всего пробовала, и они все вот, да, какие-то разные. И вот у этих что-то такое особенное есть. Давайте-ка возьмем все-таки белый карандаш и где-нибудь вот на стыках, что ли. Ну вот видно белый. Он так немножко выбеливает тоже. Сглаживает. Очень интересно. Прикольно. Так, ну и, наверное, тогда... так, они вот так лежали. Наверное, тогда можно уже приступить к волосам. А волосы я возьму, наверное, ну вот этот цвет. Несколько прядок сделаю. Допустим, вот здесь. Так. Ну, понятное дело, что вот этот очень даже неплохой оранжевый. Вот, например, в фикспрессовском наборе вот эти 36 цветов, которые мне оранжевые не нравятся, хотя сами карандаши мне, ну вы знаете, что я их люблю, я ими пользуюсь. А в наборе Ашан с птичкой 50 цветов, там шикарные оттенки.
очень интересные. Вот здесь вполне себе неплохой оранжевый. Угу. Да, вот эти три вполне можно использовать. Я крашу волосы по-простому. То есть я там не прорисовываю детально волоски. Я это как бы не умею. Вот. Возможно, когда-нибудь научусь, когда захочу. Пока меня и так устраивает. А там посмотрим. В конце концов, будет чему учиться. Но учиться вообще всегда есть чему. Поэтому так интереснее. Так. Немножко я, конечно, за контур зашла. Ну ладно. На это есть ластик. Какая прелесть. Ну и давайте еще слой. Больше слоев делать это я уж за кадром, если не будет лениво. Но вообще неплохо. Так, замечательно. И, наверное, я уже в завершении пройдусь полностью желтым карандашом. Угу. Ну, как-то так. В принципе, я не знаю, лицо, наверное, можно так нежненько. Ну, просто мне хочется использовать именно эти карандаши. В принципе, наверное, он довольно яркий для лица. Но можно же не нажимать. Ну вот на камеру это вообще не видно, а вообще это очень хорошо видно. То есть вот я не нажимаю на карандаш, но он очень хорошо отдает пигмент. И в принципе даже немножко для лица, я бы сказала, темноват. Теперь, если взять вот этот, ну, может быть, где-нибудь вот здесь вот затемнить, ну, не знаю. Так вот, чуть-чуть. Самую-самую малость. И еще раз с этим. Ну, а с лицами я вообще... Я, поскольку сама не крашусь, точнее, как вы знаете, макияж без макияжа, поэтому я там без особых изысков. Вот. Ну, потом я, конечно, доделаю, доработаю, но как-то так. Здесь надо, наверное, выбелить. И мне кажется, что стержень, возможно, прочный. Грифель. Вот так вот получилось. Я села и просто вообще залипла с этой раскраской, с этими карандашами, ну и потом уже фон вот то, что у меня в кюветках, и вот здесь вот акварель луч перламутровая. Ну, вот у меня тут эти кюветки, я их тут обложилась еще. Короче, я в восторге. Потому что, ну, не знаю, видимо, сейчас прям под настроение. Это все еще должно высохнуть хорошенько. Потом я добавлю белую ручку.
Может быть, серебряную ручку добавлю. Посмотрю, как будет лучше. Но буду еще дорабатывать. В общем, сама ведьмочка, она как раз-таки полностью карандашами, и вот фон акварелью. Мышку я, правда, сначала карандашами, потом перламутровой акварелью, вот черным цветом раскрасила. Возможно, добавлю блесток. Возможно. Потому что уж проходиться еще перламутром я не стала, а вот блестки здесь не повредят. Ну, с обратной стороны, во-первых, еще пока все, как видите, сохнет, все еще мокрое. Но в целом вот как-то так. Приятно было раскрашивать, как карандашами, так и акварелью. Я в восторге. Меня сейчас вообще почему-то, при всем при том, что я хочу раскрашивать, мне все это нравится, но как-то вот посидела, пораскрашивала, что-то поделала, еще пораскрашивала. А вот так, чтобы я села и забыла вообще про все, это сейчас редкость. Поэтому да. Ну и цветов, как я уже сказала, полностью хватает. Никаких сложностей не возникло с подбором цвета. Так что как-то так получилось. Как раз вот Vista Artista, вот этот цвет, вот этот вот. Но это у меня новенький, а это я распробовала, когда купила вторую кюветку по ошибке, и потом уже думаю, ну ладно, как бы надо попробовать. И оказалось классный оттенок. Вот. Ну а здесь у меня вот эта краска, вот она лежит, дожидается своего часа, когда та закончится. Ну, конечно, это еще будет не скоро. Ну и белила лежат про запас, потому что я сейчас как-то активно пользуюсь. Ну, я и здесь белила немножко иногда добавляла. И вот это я еще как следует пройдусь для блеска салфеткой. Блендер вряд ли буду использовать, потому что ну вот блендер от карандаш, который дает дополнительный блеск, скорее всего использовать не буду, потому что здесь, мне кажется, у карандашей и так блеска достаточно. Ну ладно, это видео я буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров. Напоминаю, что ссылка на канал Оксаны в конечной заставке. Вы, наверное, ее уже сейчас видите или вот-вот увидите. Оксане огромное еще раз спасибо. До скорой встречи. Пока-пока.